Моєму діду 95 років, ветеран війни, не бачить на одне око, на друге бачить тільки силуети і не чує зовсім на одне ухо. На друге треба кричати, що він почув. З кожним днем йому стає тяжко вставати, ходити. Підскажіть, будь ласка, що можна подавати йому стеф, щоб хоча б трошки покращити зір та слух. І взагалі стан дуже хочеться, щоб пожив ще років 5, більше не мучився из-за слуху и зору. Один препарат называется у нас фитокулис, второй препарат называется у нас тутус. Фитокулис и тутус. По одной таблетке 3 раза в день. Улучшится общее состояние. Леся Барановская пишет: сахар точно в норме. Сахар является показателем сахарного диабета первого типа, но заболевания сосудов возникают как раз не при сахарном диабете первого типа, а при сахарном диабете второго. А сахарный диабет второго типа определяется при повышении инсулина в крови. Даже незначительное повышение инсулина в крови говорит о том, что человек болен сахарным диабетом второго типа. Именно поэтому глюкоза в крови не является показателями сахарного диабета второго типа. Есть такие работы медицинские, которые доказывают, что при сахарном диабете второго типа, в случае, если его не лечить, появляется артериосклероз нижних конечностей, появляется полинейропатия, нефропатия, нейропатия. И это заболевания, которые могут быть связаны и с сосудами, и с почками, и с предстательной железой и так далее. И это все, как определить, есть ли сахарный диабет второго типа или нет? Обычно это ожирение, то есть очень низко висячий живот с большой складкой жировой. Там находится и накапливается наш любимый инсулин, который и приводит нас к тому, что появляются вот такие заболевания. Поэтому сахар в норме не показатель. Татьяна Гдичинская, огромное спасибо вам, Татьяна. Татьяна является оператором нашего сайта tibetan-formula.com и помогает вам сразу же выбрать препараты деципин, антипаразин, здоровые сосуды. Спасибо, Татьяна. Ольга Боровик. Здравствуйте, Ольга, я вас помню. У моего сына Макса продолжают появляться новые псориатические бляшки на теле. Отказался от сладости и сдобы, пропили схемы, принимает спортпитание. Может ли на фоне приема протеина ухудшиться псориаз? Да. Как правило, на фоне приема именно спортивного питания и ухудшается. Почему? Сахароза, декстроза и инулин приводит к тому, что у него это появляется. Как правило, такие дети, у которых появляется псориаз, склонны к тому, что у них гастрит и неспецифический язвенный колит. Им необходимо по возможности уменьшать прием белков и, как ни странно, переходить к полному купированию и попаданию в организм лактозы. Также нужно принимать препараты, о которых я сегодня говорил. Это препарат бетаин, бетулин, бетулиновая кислота, пройти курс лечения, она со следующей недели будет. И, конечно, диета, это диета с уменьшением белков, диета с уменьшением углеводов и диета безлактозная. Да. А сами бляшки смазывать изотон.